Краткая история возникновения феномена кругов на полях начинается из летописей, начиная с 1678 года, когда впервые были увидены и описаны круги в южных районах Англии, где, собственно говоря, впоследствии и появлялось, и сейчас в данный момент появляется больше 50% всех геоглифов, как их называют, или кругов на полях в мире. Собственно говоря, ряд ученых английских университетов исследовали круги на полях в XVII веке и пытались как-то описать, что же происходит на полях с пшеницей, которая ровными слоями укладывается в некие вот такие вот круги, а может быть и достаточно сложные рисунки. Как правило, наука того времени была в большей степени завязана на религии, поэтому известны легенды о дьяволе косаре, который ходит ночью по полям и выкашивает эти круги. Аналогичные, скажем, такие мифы есть и у нас, у славян, так называемые ведьмины круги, которые относятся не только к кольцеобразному росту грибов или грибницы, которая дает круги из грибов, но и те самые круги уложенной пшеницы, ровными рядами стебли пшеницы уложены в круги или в ряд кругов. Например, были описаны в сказке «Конек-горбунок» Пушкиным, где он говорит о том, что кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Скажем так, связано со сказкой Ершова о коньке-горбунке, где напрямую говорится, что когда была засада, скажем, братьев в поле, и там вот кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить, и в принципе там вот говорится о том, что на полях появлялись некие вытоптанные или уложенные ровными кругами пшеничные стебли. Позже, собственно говоря, уже в XIX веке эти круги достаточно были описаны в Англии, и, как правило, они появлялись вблизи крупных мегалитов, менгиров или кромлихов. Как правило, эти круги были связаны с определенным сезонным появлением. Чаще всего это летнее время, именно когда рост пшеницы наиболее, пшеница подросла, стебли достаточно высокие, и в эти моменты как раз и эти круги образовывались. Но, собственно говоря, круги известно, что образовывались не только на пшеничных полях, но нами были изучены и круги на подсолнечных полях, круги просто на дикорастущей траве на пастбищах. Даже появлялись круги, скажем так, в местах, где растет картофель. В зимнее время такие же круги появлялись на снегу. Известный ряд кругов появления, концентрические окружности и достаточно сложные рисунки, которые появлялись в зимнее время. Поэтому, скажем, появление геоглифов, оно не обязательно связано именно с культурой пшеницы. Скажем так, где производилось воздействие, там эти круги образовывали. Как правило, стандартный круг, который большая часть кругов была описана в 70-е годы. Считается, что с 70-х годов начинается современная эра кругов на полях. Наука, которая изучает круги на полях, называется геоглифия или цереология. Цереология – это от слова церера, это богиня плодородия, богиня, скажем, урожая. Так вот, в принципе, при изучении этих кругов нами были выявлены ряд факторов, которые позволяют отличать поддельные круги от настоящих. То, что имеются настоящие круги, без сомнения, есть на самом деле. По
Позже появилась культура, которая, скажем, ряд художников или ряд групп студенческих, которые уже впоследствии начали эти круги вытаптывать с помощью веревок и дощечек, воспроизводя достаточно точно то, что появлялось как настоящие круги. В общем-то, если сравнить вот круг рукотворный и круг тот, который возникает под воздействием неких таинственных, неких аномальных сил, потому что точно определить, под воздействием каких сил, в общем-то, еще никто не может сказать точную гипотезу. Существует много гипотез по поводу этого. Можно по ряду причин. Первая причина – это, как правило, стебли в настоящих кругах, они загнуты, они продолжают свой рост, они загнуты либо по часовой стрелке уложены, либо против часовой. Иногда встречаются круги слоями, где круг один уложен по часовой, следующий за ним против часовой стрелки. Как правило, в районе коленца стебля имеются ряд надсечек, похожих на некие такие вот лазерные надсечки, если взять лазером, или тонкой проволокой 0,1 мм разогретой, приложить к стеблю, возникает некий такой ожог. В результате этого ожога наблюдается искажение или, скажем так, изменение структуры волокон вот этого колоса, и он начинает сгибаться. При этом он не гибнет, он также продолжает расти. И, в общем-то, скажем так, его жизненные функции остаются прежними. Единственное, что он сначала растет вверх, вот где-то небольшой череночек, потом резко загибается на 90 градусов и растет параллельно поверхности Земли. Второй фактор. Значит, в центре настоящих кругов, как правило, образуются отверстия. Есть так называемая основная группа кругов, есть заходный круг. Заходный круг – это тот круг, как правило, простое образование в виде простого круга, которое появляется рядом с трассой для того, чтобы привлечь внимание людей. Дальше идет уже группа кругов в стороне от него, которая может представлять из себя достаточно сложный орнамент. В центре настоящих кругов обычно имеется отверстие где-то диаметром 10 сантиметров с ровными стенками, может быть иметь следы оплавления. И если померить пирометр внутрь этого отверстия, там, как правило, он показывает достаточно высокую температуру, может быть даже и до 500 градусов. Еще один момент. Падение радиации. В центре настоящих кругов или в зоне действия кругов обычно уровень радиации, природный фон резко снижен. Еще один фактор – это изменение магнитного поля, электростатического. Они тоже имеют определенные там характеристики, не свойственные поддельным кругам. Дублированный кварцевый генератор показывает кольца Френеля, своего рода кольцеобразную структуру, изменение потока времени. В одном кольце поток времени замедлен, в другом ускорен. Напоминает некий отпечаток протектора шины или ботинка, своего рода, когда оказывалось воздействие, имеется некий протекторный рисунок изменения потоков времени. То есть в разных местах этого круга время течет чуть-чуть по-разному. Исходя из того, что есть гипотеза о том, что современный человек был создан богами в виде генетических экспериментов, что наша генетическая, а также полевая генетическая структура обладает определенным программным набором. ДНК состоит из определенных участков геномов, в которых прошиты, вот как вот, скажем так, в микрочипы определенные программные коды. Возможно, что есть некие иные силы,
Есть гипотезы, что это могут быть инопланетяне или иновремяне, это наши далекие потомки, которые прилетают в наше время на машине времени, изменяя структуру времени, что вот эти рисунки, тиражируемые средствами массовой информации, огромное количество людей, миллионы и десятки миллионов людей, видя эти изображения, через визуальные образы этих геоглифов включают некие генетические программы, и идет некий глобальный социологический и генетический эксперимент по всей Земле, что своего рода это является ключами и запускает некий курковый процесс, в результате чего начинает меняться человеческая природа, начинает меняться духовная природа человека, возможно, биохимия, возможно, и социальные процессы. Своего рода это, скорее всего, целенаправленная такая прогрессорская деятельность, осуществляемая на Земле некими силами другого уровня, более высокими, чем человечество, для того, чтобы вести человечество по определенной лестнице прогресса. Да, действительно, можно сказать о том, что первое описание появления кругов в 70-е и 80-е годы, когда современная история началась, на юге Англии, как правило, наблюдались простые, скажем, округлые формирования. То есть это были обычные блины, такие вот круги в виде блинов разного диаметра, естественно. Может быть, группы. Впоследствии начиналось усложнение. Собственно говоря, те круги, которые появлялись уже и на территории современной России в 90-е и в 2000-е годы в районе, в Краснодарском крае, также претерпевали некий процесс усложнения. Впоследствии мы можем наблюдать уже, собственно говоря, круги достаточно сложных формаций, достаточно сложные фрактальные структуры, извилистые линии, переплетающиеся между собой. Круги уже представляют не круги, а спирали, закрученные, разнонаправленные спирали. То есть идет, скажем так, от 70-х годов до современного времени явно прослеживается тенденция к усложнению этих формаций, этих геоглифов. Что говорит, в общем-то, скорее всего, о том, что, исходя из теории генетического эксперимента, генетического прогрессорства, такого социального, что начинают включаться все более сложные программы. Сначала первые круги просто привлекали внимание людей, а потом уже некие вот такие фрактальные структуры, которые, в принципе, изображены, многие фрактальные структуры на храмах южноамериканских индейцев, у майя, у инков, так сказать, вот на храмах эти вещи изображены. Многие круги начинают напоминать древние алхимические символы, символы сакральные или связанные с магией, с эзотерикой некой. Можно говорить о том, что тут включаются все более и более сложные процессы. И я думаю, что в дальнейшем эти круги, во-первых, будут увеличиваться в размерах, и площадь самих кругов будет больше, структура их будет максимально усложняться, и площадь, на которой они появляются, также будет увеличиваться. Уже в современное время считается, что уже где-то порядка 60 стран, на территории которых уже имеются эти формации. Вначале они только возникли только в Англии. Соответственно, это говорит о распространении ареала, расползании ареала, образовании вот этих вот геоглифов по Земле. 19 июня, собственно говоря, группа исследователей из Армавира обнаружила только круги в Гулькевичском районе, в районе города Гулькевичи, поселка Соколово, недалеко от трассы, это буквально недалеко от дороги, формацию из 8 кругов. Даже я так хочу сказать, из 9 кругов, потому что один круг стоит на отдалении, как раз так называемый заходный круг, он привлекает внимание людей, он практически у трассы находится. Сама основная формация находится чуть дальше. Представляет она из себя 4 мелких круга, переплетенных вот такой вот зигзагообразной линией,
в вершине этой геоглифической структуры находится круг, и 3 круга под углом в 120 градусов находятся от центрального круга. Напоминает некие древние, скажем, такой древний ведический символ, больше индийский, связанный с лингамом, что ли, вот так вот. Но это только приблизительно. 2 круга представляют из себя спиральные формации. В центре большого круга имеется 10-сантиметровое отверстие, внутрь которого ребята, вот я звонил, измеряли температуру 500 градусов. Более того, температура, измеренная пирометром в разных местах круга, очень меняется достаточно сильно. Причем отдельные зоны со временем могут разогреваться, а другие, например, остывать. По тому, что я сегодня связывался и услышал, ребята все-таки считают, что круги на полях являются настоящими, стебли там не сломаны. Как правило, когда это делается искусственно с помощью доски и веревок, когда стебли просто сламываются и укладываются на землю, коловратки и насекомые в районе круга практически не обнаруживаются, то есть там нету живности никакой в виде насекомых и более, так сказать, сложных живых организмов. Люди говорили, чувствуют достаточно неприятное давление на голову и, в общем, неприятные какие-то ощущения внутри этого круга. Снижен уровень радиации, то есть фоновое значение радиации меньше 20 микрорентген в час. Ну, еще по разного рода факторам можно говорить с уверенностью где-то, ну, процентов на 90, что круги являются настоящими. Круги были обнаружены, собственно говоря, таким образом, что водитель, который проезжал в месте возникновения вот этих геоглифов в районе города Гулькевичи, у него внезапно заглохла машина, при этом он испытывал некое психологическое напряжение. Он говорил о том, что ему как-то было неуютно. Потом машина завелась, и, в общем-то, он постарался побыстрее, максимально быстро покинуть это место, уехать, потому что он испытывал какое-то неприятное ощущение. Круги образовались, скорее всего, до 19 июня, потому что водитель, который рассказывает, он ехал в районе где-то 18 или 17 на 18 июня, а обнаружены они уже были, группа исследователей, 19 июня круги, уже описаны, замерены, и, собственно говоря, сейчас до сих пор там они изучаются, и там группа исследователей находится и наблюдает их вот на протяжении всего времени постоянно.